Всем привет, друзья! Сегодня покажем вам процесс создания вот такого объемного пряника. Покажем каждый процесс максимально подробно, так что любой сможет сделать необычный вкусный сувенир к новогодним праздникам. Для начала нужно подготовить пряничное тесто. Мы его сделали заранее, охладили и теперь приступаем к раскатке. Полный процесс приготовления теста и рецепт уже есть у нас на канале, ссылка будет в описании под данным видео. Сейчас нужно будет раскатать его. Мы совсем недавно приобрели себе вот такую раскаточную машинку и сейчас раскатываем с помощью ее теста до толщины 6-7 мм. Раньше мы раскатывали тесто деревянной скалкой, но за счет того, что на крупные праздники мы выпекаем огромные партии пряников, а процесс раскатки теста очень трудозатратный, мы наконец решили себе приобрести вот такого помощника, который очень облегчает наш труд. Теперь вырезаем фигурки. Нам понадобится елочка. У нас форма высотой 14 см, а также понадобится небольшая форма 5 см в диаметре для шарика и основание, куда мы будем устанавливать елку диаметром 10 см. Этот кружок будет потом вешаться вот сюда, поэтому сейчас нужно вырезать в елке отверстие. Но для отверстия нужно использовать не ту формочку, которую мы вырезали кружок, а больше в диаметре, примерно на 1,5 см. Это нужно для того, так как пряники при выпечке увеличиваются, и если мы будем использовать меньшую форму, то кружок просто не влезет в елку. Первая формочка была диаметром 4,5 см, а форму, которую мы сейчас будем использовать, 5,7 см. Вырезаем отверстие, и вот что мы должны выпечь. А это основание для елки, саму елочку и вот такой кружок. Перекладываем на силиконовый коврик с перфорацией. Лучше для выпечки пряников использовать именно перфорированные коврики, так как с помощью них заготовки остаются в нужной форме и не деформируются. Дополнительно берем формочку и еще раз вмещаем в отверстие, чтобы избежать изменения формы при переносе заготовки на противень. Ставим заранее в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 11 минут. Но маленький кружок нужно достать раньше, примерно на 2 минуты, чем остальные. Его мы уже достали, и пока он горячий, берем лопатку и прижимаем для того, чтобы он стал не таким выпуклым, а более плоским. А также нужно сейчас проделать отверстие. Мы это делаем при помощи коктейльной трубочки. Сделать такое отверстие можно только пока пряник горячий. Прошло 11 минут, достаем из духовки выпеченное основание и елочку. Проверяем, вмещается ли в отверстие шарик. И если вдруг получается так, что выпеченный кружок больше вырезанного нами отверстия в елочке, тогда нужно взять еще дополнительно побольше формочку и вырезать в горячей заготовке отверстие побольше. Мы немного надавили формочкой, чтобы наметить, где нужно вырезать, и далее прорезали ножиком. Но, к сожалению, в самом конце отвалился край елки, и мы решили испечь заново елку с отверстием уже побольше. Вырезали елку, и теперь берем большую в диаметре формочку, вырезаем отверстие и еще дополнительно вот так по краям немного сняли тесто, чтобы при выпечке и увеличении в объеме наверняка наш кружок поместился. После выпечки проверяем еще раз, подходит ли по размеру отверстие, и на этот раз все удачно. Сейчас также сверху прижимаем, чтобы выпуклая поверхность стала более плоской. И проделываем отверстие в самой елочке для продевания ленты, на которой потом будет висеть шарик. Теперь полностью даем пряникам остыть, а за это время подготовим глазурь. Подробное видео и рецепт приготовления белковой глазури, а также глазури на сухом белке есть у нас на канале, ссылка будет в описании под данным видео. Обводка уже готова. Мы ее переложили в одноразовый кондитерский кулек, проделали в нем дырочку и теперь аккуратно обводим пряник по контуру. И точно так же обводим другой пряник, делая обводку дополнительно и для отверстия.
Теперь заливаем более жидкой глазурью и отправляем на сушку примерно на 50 минут. Сушим мы пряники всегда в сушилках для овощей, а также можно использовать обычную духовку на режиме конвекции при температуре не более 50 градусов с приоткрытой дверкой. После того, как глазурь хорошо подсохла, нужно нанести рисунок. Мы это будем делать при помощи пищевого принтера. А также такие картинки можно заказать в кондитерских магазинах, распечатав их на вафельной тонкой бумаге или сахарной, после чего приклеить к уже полностью высохшей глазури на декор гель. Мы сейчас замеряем нужный размер, печатаем изначально на бумаге, а потом также на прянике. Как работать с пищевым принтером и настройками по печати, также есть подробное видео у нас на канале. Ссылку оставим в описании. Даем сейчас немного подсохнуть рисунку, примерно 20 минут, и затем хаотично наносим снежок густой глазурью, той, которую использовали для обводки. И сразу посыпаем обычным сахаром с добавлением перламутрового кондурина. Кондурин в сахаре дает волшебный блеск. Оставляем в таком состоянии, пока не высохнет глазурь. Этот пряник мы также немного задекорируем, добавив на него объема. Когда глазурь полностью высохла, берем кисть и сметаем лишний сахар с поверхности пряника. Сразу мы этого не делали, так как можно легко повредить мягкую глазурь. Сейчас будем цеплять шарик к елке, продеваем ленту в отверстие шарика и елки, затем завязываем бантик. Так как нижняя часть елочки у нас выступает, мы решили ее немного подпилить, чтобы сцепление с основанием было более крепким. Для того, чтобы склеить елочку с основанием, нам нужна еще более густая глазурь. Берем ту глазурь, которая осталась у нас с обводки, и вносим сахарную пудру просто на глаз, доводя глазурь до очень густой консистенции. Перекладываем в кулек, и видите, при нанесении она совсем не должна расплываться. Если глазурь будет недостаточно густой, пряник может плохо приклеиться. Разравниваем шпателем или ложкой. А теперь на центр наносим толстый слой глазури и сразу же прикладываем елочку. Дополнительно нанесем объемный снежок. Можно было это, конечно, сделать и после того, как полностью приклеится елка, но мы решили сделать это сейчас. Добавляем шарики и бусинки, а также сверху дополнительно посыпаем сахаром. То же самое нужно сделать и с обратной стороны. Теперь, чтобы пряник остался в нужном нам положении, ставим высокое кольцо для выпечки, а сверху закрепляем решеткой и оставляем так до полного высыхания глазури на несколько часов. Можно использовать для закрепления абсолютно любые подручные средства. У нас прошло около 2 часов, и вот что у нас получилось. Такие елочки можно запаковывать после полного высыхания глазури в пакетики, либо в различные коробочки. Надеемся, наше видео поможет сделать вам оригинальный сувенир для близких или украсить стол в новогодние праздники. Видео подошло к концу. Не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал. А также напоминаю вам о нашем инстаграме, где мы делимся работами и полезной информацией. Так что заходите к нам в профиль, будем вам очень рады. Ссылочка будет в описании под данным видео. А также она сейчас видна в правом углу экрана. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.